тропических водах Амазонки произошло столкновение, которого никто не ожидал. Гигантский питон оказался лицом к лицу самой ненасытной стаей в мире. Он привык душить добычу до смерти. Но что делать, если противник не один, а сотни? Как только змей вошел в реку, вода вокруг него начала кипеть. Пираньи чувствовали каждое его движение. Они не бросались сразу, выжидали, но стоило одному из них укусить, началось настоящее безумие. Питон бился изо всех сил, извивался, пытался скрыться, но его мощные мускулы не спасали. Плоть разрывали со всех сторон. Через считанные минуты питона уже не было. Остались лишь клочья кожи, медленно опускающиеся на дно. И если даже питон не смог выжить, то что же случится, когда с пираньями столкнется еще более свирепый хищник – кайман? Пираньи против каймана. Кто кого? Кайман – ближайший родственник аллигатора, мастер внезапных атак, который охотится в засаде. Но что делать, если сам попадаешь в ловушку? Этот молодой кайман не подозревал, что вступает на чужую территорию. Он бросился в атаку на рыбу, но вместо легкой добычи получил ожесточенный ответ. Пираньи кружили вокруг него. И стоило одной из них впиться в хвост, началось настоящее побоище. Кайман пытался вырваться, но бесполезно. Их было слишком много. Мощные челюсти рептилии оказались бессильны перед координированной атакой стайных убийц. Через несколько минут вода стала алой, а кайман лишь очередной жертвой. Но не все существа в реке оказываются беззащитны перед пираньями. Есть хищник, который их не боится. Более того, он питается ими. Сом против пираньи. Когда пираньи нападают на свою жертву, они уверены, что победа за ними. Но есть существо, которое способно обратить их силу против них самих. Это гигантский сом, настоящий подводный монстр. Его шкура слишком толстая, чтобы пираньи могли прокусить ее. Он терпеливо ждет, пока они приблизятся, а затем одним молниеносным движением засасывает их в свою гигантскую пасть. Сом не сопротивляется пираньям, он их просто съедает. Одна за другой они исчезают, не успевая осознать, что попали в смертельную ловушку. Но что, если у пираньи появится враг, который не использует зубы? Что, если им придется столкнуться с существом, способным убивать разрядами тока? Пираньи против электрического угря. Электрический угорь – одно из самых загадочных созданий реки. Он не нападает напрямую, не кусает, не рвет добычу, но его оружие способно убить даже крупных животных. Когда стая пираний окружила угря, они еще не знали, что совершили роковую ошибку. Первые укусы пришлись по его скользкому телу, но в этот момент угорь резко выгнулся, и вода взорвалась от мощного разряда. Пираньи замерли, ток парализовал их на несколько секунд, а некоторые сразу погибли. Угорь воспользовался моментом и начал пожирать тех, кто не успел прийти в себя. В этот раз победа осталась за тем, кто даже не использовал зубы. Но что произойдет, если пираньи падут на существо, у которого, казалось бы, непробиваемая броня? Война с черепахами. Черепахи кажутся медлительными и безобидными, но в мире дикой природы панцирь – это лучшее оружие. Некоторые виды живут в тех же водах, что и пираньи, и при встрече с ними становятся настоящей загадкой для кровожадных рыб. Однажды стая пираний попыталась атаковать крупную черепаху, но их зубы не могли пробить ее жесткий панцирь. Они кружили вокруг, пытались найти слабое место, но черепаха лишь спокойно наблюдала, а затем нанесла удар. Одним движением она схватила пиранью своей мощной пастью и раздавила ее, словно хрупкую скорлупу. Остальные рыбы замешкались, это была не та жертва, к которой они привыкли. Поняв, что их атака бесполезна, пираньи отступили. Не каждая битва заканчивается победой для них, но иногда они находят союзников там, где их не ждешь. Смертельный дуэт. Пираньи часто воспринимаются как одиночные убийцы, но в некоторых случаях они могут работать в паре с другими хищниками. Иногда это происходит случайно, но иногда словно по заранее продуманному плану. Один из таких случаев был зафиксирован в момент охоты ягуара. Хищник подкрался к берегу и бросился в воду, чтобы схватить добычу. Рыбы, спасаясь от кошки, попадали прямо в пасти поджидающих пираньи. Другой случай – нападение хищных птиц. Когда пираньи начинали атаковать раненую капибару, хищные птицы кружили над водой, дожидаясь, пока жертва окончательно ослабнет. Эта экосистема жестока, но идеально сбалансирована, и иногда в ней происходят самые неожиданные союзы. Но что произойдет, если пираньи попытаются атаковать не жертву, а настоящего гиганта среди змей – анаконду? Анаконда и пираньи. Анаконда – одна из самых больших змей в мире. Она способна задушить и проглотить добычу, которая весит больше нее самой. Но даже этот гигант может оказаться в беде, если пересечется с пираньями. Этот случай произошел в сезон засухи, когда уровень воды снизился и анаконда осталась в мелком затоне. Ослабленная, голодная, она не могла уйти. И тогда к ней подплыла стая. Первая атака пришлась на хвост. Чувствительные чешуйки были мгновенно пробиты. Анаконда вздрогнула и попыталась скрыться, но пираньи уже были повсюду. Они рвали ее, кусали, и даже мощное тело змеи не помогало ей защититься. Вода снова окрасилась в красный цвет. Через некоторое время на поверхности осталась лишь пустая шкура.
Но среди всех животных, которых атакуют пираньи, есть одна категория, которая всегда вызывает у людей наибольший страх. И это человек. Человек против пираньи. Пираньи наводят ужас на любого, кто хоть раз слышал истории о том, как они за считанные минуты могут обглодать человека до костей. Но насколько это правда? Были зафиксированы случаи нападения, когда люди оказывались в воде с ранением. Кровь мгновенно привлекала стаю, и тогда начинался настоящий кошмар. Одного рыбака нашли через несколько часов после того, как он упал в реку, от него остался лишь скелет. Однако пираньи не нападают на человека просто так. В большинстве случаев они избегают крупных существ. Но если условия складываются не в пользу человека, паника, кровь в воде, голодная стая, шансов выбраться живым почти нет. Но если пираньи действительно так опасны, то что будет, если в воду попадет не человек, а крупное животное, например, корова? Могут ли пираньи уничтожить целую корову? Существует история о том, как пираньи обглодали корову до костей за несколько минут. Это звучит как миф, но в реальности такие случаи действительно происходили. Когда уровень воды падает, животные вынуждены идти к реке на водопой. Однажды ослабленная корова зашла слишком глубоко, потеряла равновесие и упала. Это стало сигналом для пираньи. Они начали с мягких тканей, губ, ушей, хвоста. Затем, чувствуя, что животное не сопротивляется, пошли дальше. Через несколько часов от коровы остался только остов. Это еще раз доказывает, что если пираньи видят легкую добычу, пощады не будет. Но почему же тогда они не нападают постоянно? Главная тайна пираньи. Несмотря на свою кровожадную репутацию, пираньи не бросаются на все, что движется. Напротив, большую часть времени они мирно плавают и даже питаются растениями. Так в чем же секрет? Почему в одних случаях они ведут себя спокойно, а в других превращаются в ненасытных убийц? Все дело в голоде, температуре воды и наличии крови. Если стая долгое время не ела, даже небольшой раздражитель может спровоцировать волну агрессии. Именно поэтому одни и те же пираньи могут быть безобидными в один день и смертельно опасными в другой. Но что делать, если ты оказался в воде с ними? Можно ли выбраться живым? Как пираньи избегают смерти? Пираньи не только охотники, но и сами могут стать добычей. В водах Амазонки достаточно существ, которые готовы их съесть. Главное оружие пираний – это скорость и координация. Они умеют действовать как единый организм, мгновенно разбегаться в стороны, если замечают опасность, а затем снова собираться вместе. Но есть у них и еще один трюк. Когда угроза слишком велика, пираньи могут затаиться на дне, прячась среди коряг и растительности. Их почти невозможно заметить, пока они сами не решат атаковать. Эта хитрость помогает им выживать даже среди более крупных хищников. Но что, если столкновение неизбежно? Пираньи против птиц. Не только рыбы и млекопитающие страдают от атак пираний. Иногда их жертвами становятся и те, кто не подозревает об опасности. Птицы, решившие остановиться на воде. Были зафиксированы случаи, когда стая нападала на чаек, цапель и даже крупных уток. Птица садилась на воду и через несколько секунд исчезала в бурлящем водовороте. Чаще всего это происходит, если птица ранена или ослаблена. Пираньи чувствуют даже мельчайшие движения и моментально бросаются на потенциальную добычу. Их не останавливает даже то, что жертва может взлететь. Если атака началась, шансов выбраться почти нет. Кровавый пир на реке. Как пираньи атакуют? Нападение пираний – это настоящий кошмар. Их атаки происходят с молниеносной скоростью, а координация действий заставляет задуматься, как они делают это так синхронно. Все начинается с одной единственной рыбы. Как только первая пиранья наносит укус, остальные тут же подхватывают сигнал. Вода буквально закипает. Стая входит в состояние безудержной охоты. Они работают быстро. Сначала куски плоти, затем с мягкие ткани и в конце остатки, которые больше не пригодны. Именно так появляются те самые истории о мгновенно обглоданных жертвах. Но что делает пиранью столь смертоносной? Почему даже крупные хищники боятся столкновения с этими небольшими рыбами? Смертельные челюсти. Что делает пиранью опасной? На первый взгляд пиранья – это просто небольшая рыба. Но стоит заглянуть ей в пасть, как становится понятно, почему даже хищники предпочитают обходить ее стороной. Ее зубы – это идеальные инструменты для разрезания мяса. Острые, треугольные, с зазубринами. Они работают как миниатюрные ножницы. А сила укуса делает пиранью настоящей машиной для убийств. При этом мышцы челюсти настолько мощные, что рыба способна откусить кусок даже от более крупного животного. Один укус, и ткани разрываются, обнажая кости. Теперь становится ясно, почему даже крупные звери не всегда могут спастись. Но если пираньи такие кровожадные, почему же они не атакуют друг друга? Пираньи – кровожадные убийцы или жертвы мифов. Пираньи всегда изображаются как беспощадные убийцы. Но на самом деле это далеко не так.
Да, они способны на устрашающие атаки, да, они могут убить за считанные секунды, Но если бы они постоянно нападали на все вокруг, их бы давно не осталось. на самом деле пираньи — падальщики. Они предпочитают атаковать ослабленных животных, а не вступать в схватки. Если в воде нет крови, они могут плавать рядом с другими существами и даже не обращать на них внимания. Это доказывает, что пираньи не бездумные убийцы, а настоящие стратеги подводного мира. Оружие против пираний. Как животные защищаются от их атак? В мире, где пираньи кажутся неостановимой силой, некоторые животные смогли выработать хитрые способы защиты. Они не только выживают в водах, кишащих этими хищниками, но и чувствуют себя там в безопасности. Например, некоторые рыбы покрыты специальной слизью, делающей их скользкими и неуловимыми. Зубы пираний просто соскальзывают. Другие, как, например, гигантские сомы, обладают кожей, которую почти невозможно прокусить. Но самое интересное — это те, кто использует психологическое оружие. Крупные хищники, такие как выдры или дельфины, способны создать столько шума и хаоса в воде, что пираньи просто разбегаются, чувствуя угрозу. Однако есть одна рыба, которая не просто защищается от пираний, а использует их силу себе на пользу. Пираньи против пираний. Как работает каннибализм? Когда в воде не остается другой добычи, пираньи могут обратить свою агрессию друг против друга. Каннибализм среди них не редкость, а суровая необходимость выживания. Слабые особи или те, кто получил ранение, быстро становятся добычей своих же сородичей. В некоторых случаях молодые пираньи могут нападать даже на взрослых, если те оказались ослаблены болезнью. Это делает их уникальными среди хищников. В отличие от многих других видов, они не имеют моральных барьеров перед тем, чтобы атаковать себе подобных. Но как пираньи ведут себя, когда сталкиваются не с одиночной жертвой, а с целой группой животных, вступающих с ними в борьбу? Ядовитые враги. Одна из самых редких битв в мире Амазон — это схватка пираний с ядовитыми животными. Иногда они сталкиваются со змеями, чья кровь наполнена смертельным ядом, или с лягушками, выделяющими токсичную слизь. Однажды пираньи атаковали ядовитую змею, но через несколько минут начали вести себя странно. Их движения замедлились, а затем они начали всплывать на поверхность одна за другой. Отравленная кровь змеи оказалась смертельной даже для этих беспощадных убийц. Но самые опасные для них — это ядовитые рыбы. Например, некоторые скаты способны парализовать целую стаю пираний своими шипами, превращая охотников в беспомощные жертвы. Но что, если пираньи окажутся в экстремальных условиях, где их главная угроза не другие хищники, а сама природа? Выживание в экстремальных условиях. Как пираньи переносят засуху? Пираньи — одни из самых приспособленных рыб в мире. Но что происходит с ними, когда реки пересыхают и воды становятся все меньше? Когда уровень воды падает, стаи оказываются в маленьких лужах, где еды почти нет. В такие моменты они могут впадать в своеобразное спящее состояние, замедляя обмен веществ и дожидаясь, пока снова придут дожди. Некоторые группы пираний буквально зарываются в ил, пережидая засуху, а затем с первыми ливнями снова появляются готовые к охоте. Это делает их настоящими мастерами выживания. Им не нужны огромные территории или стабильные условия, они могут адаптироваться практически к любой среде. Но даже у этих рыб есть предел прочности. Что, если вода исчезнет навсегда?